Настали такие времена, что все мы с вами оказались в информационном рабстве у одного человека – Дональда Трампа. Каждый день разговоры и новости только о том, что сегодня придумал делать американский президент. И мало того, что его поток идей не иссякает, так еще и за словами следуют действия. Поэтому сегодня мы снова обсудим, чем там занят президент Трамп, чье внимание полностью обращено за пределы американских границ. Он угрожает захватить Гренландию, разбомбить Иран и забрать всю венесуэльскую нефть. И абсолютно весь мир воспринимает эти угрозы всерьез, потому что кресло венесуэльского президента Мадуро еще даже остыть не успело. Интересно хотя бы попытаться понять, какие слова обернутся делом на этот раз. Для этого посмотрим на заявления Трампа, его друзей и врагов в США, а также на реальные действия правительства, которым Трамп управляет. Прежде чем начнем, напомню, по ссылке в описании вы найдете бесплатные способы по обходу российских блокировок. Мы каждый день сами их тестируем и обновляем, так что все работает. А спонсирует все это дело Shiva VPN. У сервиса круглосуточная поддержка и 3 бесплатных дня на тестирование, так что попробуйте. Нынешние времена отличаются от всего, что было раньше, в том числе от первого срока Трампа. Да, трепать языком он умел всегда. Всю политическую карьеру, как только в радиусе 500 метров появлялась телевизионная камера, Трамп обязательно начинал болтать о всех вещах, которые его заботили. Мигранты, налоги, геополитика, личные качества присутствующих журналистов и так далее. Собственно говоря, такая манера поведения и привела Трампа тогда в Белый дом. Однако в первый срок Трампа оказалось, что правит он плюс-минус как обычный республиканский президент. Трампа окружили карьерные профессионалы в администрации и старая республиканская гвардия в Конгрессе, и всем им удавалось гасить его импульсы. Поэтому именно действия Трампа были не особо выдающимися. Понизили налоги, встретились с Ким Чен Ыном, пофоткались, с ним же, и живем дальше. Теперь все иначе. Сменились и окружение Трампа, и его собственное ощущение безнаказанности. Поэтому теперь, когда Трамп говорит что-то, что он собирается сделать, он может взять и реально сделать. Особенно это касается внешней политики, где у президента власть ограничена очень слабо. Вот этим направлением он сейчас и занимается. Причем пальба идет круговая, во все стороны. Первый по курсу Трампа – Иран, который сейчас обсуждают больше всего. Там еще с конца декабря идут масштабные протесты против правительства Исламской Республики. Конечно, в этой стране волнения случаются каждые пару лет, а режим стоит. Но нынешние выступления самые крупные за долгое время. Более того, изначальные причины экономические. В Иране и так долгое время была жуткая инфляция, а в декабре иранский реал стал официально стоить 0 денег, и люди вышли на улицы. Довольно быстро экономические претензии перешли в требование снести уже к черту аятолл, потому что они надоели всем. Правительство ответило отключением интернета и стрельбой по протестующим, как обычно. Жертв очень много. Но тут уже подключился Трамп. Сказал, что если Иран начнет убивать протестующих, то будут последствия. И четко встал на сторону митингующих. Сказал им захватывать правительственные здания и крушить режим, после чего дописал капсам: «Помощь уже в пути!» Вчерашней ночью появились знаки, что удар реально может быть. Америка начала вывозить солдат со своей катарской авиабазы Аль-Удейд, скорее всего, чтобы защитить их от ответных иранских ударов. До США Иран своими ракетами, конечно, не достанет, но вот по базам на Ближнем Востоке они уже били, так что ход логичный. Также прошлой ночью Иран закрывал свое воздушное пространство для всех самолетов. Стандартный ход, когда ожидаешь, что вот-вот начнутся боевые действия. В итоге ничего не случилось. СМИ пишут, что Трамп в последний момент остановил атаку. Впрочем, если Трамп реально решится бомбить Иран, то ничего его не остановит. А всякие сомнения в его подобных желаниях отпали прошлым летом, когда Трамп уже взял и бахнул по Ирану во время войны Ирана с Израилем. Все предыдущие президенты опасались, а вот Трамп просто отправил бомбардировщики и взорвал иранские ядерные объекты. Результаты той атаки до сих пор не особо ясны, но понятно, что никакого страха перед ударами у Трампа нет. Страха, похоже, поубавилось и у остальных в Америке, потому что никакой серьезной критики возможного удара по Ирану не наблюдается нигде. Ястребы в Конгрессе, понятное дело, только рады, а умеренные республиканцы не видят смысла критиковать президента, если от ударов по Ирану Америке, как выяснилось летом, все равно ничего не будет. Демократы Трампа критиковать счастливы, но они уже перешли в предвыборный режим, и месседжи выбирают более осторожно, фокусируются на внутренних делах, вроде рейдов иммиграционной полиции и инфляции.
Если уж снова бомбить Иран, то трогать остатки ядерных объектов вроде как нет смысла, ведь цель поддержать протестующих иранцев. Что вообще ставит серьезные ограничения. Нельзя, чтобы погибли гражданские, все-таки немного контрпродуктивно бомбить тех, кого собирался поддержать. Если Трамп захочет нанести удары, то надо будет бить по зданиям и базам корпуса Стражи Исламской революции, на котором держится иранский режим. Чуть-чуть сократились и опции для ударов, потому что авианосец, обычно припаркованный в Персидском заливе, Трамп отправил на Карибы для устрашения Мадуро. Но мы тут все-таки об Америке говорим, так что оружия хватает. Есть авиабазы в том же Катаре и в Кувейте, ну и рядом плавают эсминцы с ракетами «Томагавк». Вот только Трамп, возможно, уже передумал все это добро применять, по крайней мере на словах. Иран вчера заявил, что откладывает смертную казнь протестующего, которого арестовали всего несколько дней назад. Это прямой ответ на угрозы Трампа, который обещал бомбежки за казни. И тот уже успел заявить репортерам, что его это вроде как устраивает. Источники New York Times в Пентагоне говорят, что там готовятся вернуть солдат на базу в Катаре. Правда, ровно те же источники сообщили, что Америка действительно подготовила бомбардировщики для ударов, из чего можно сделать вывод, что изначально Трамп не блефовал и действительно был готов бомбить. Блефует ли он сейчас в другую сторону, еще узнаем. Дальше скажем про старый новый интерес Трампа, Гренландию, но сначала небольшая реклама, посмотрите, пожалуйста. Недавно популярная британская платежная система Wise решила заблокировать счета граждан России и Беларуси, если те не предоставят ВНЖ или гражданство в стране Евросоюза. Вообще, подобные блокировки не редкость, и на всякий случай, если вы куда-то едете, хорошо бы иметь альтернативный счет, куда можно, если что, перебросить деньги. Например, сейчас можно совершенно бесплатно открыть международную карту от Card Club. По сути, это виртуальная карта, которую можно пополнять прямо через систему быстрых платежей. Ну или криптовалютой. Впускается она за считанные минуты. Достаточно перейти по ссылке в описании и оформить себе такую за несколько кликов. Можно сразу добавить ее в Apple Pay и в Google Pay и сделать первую покупку буквально через пару минут после того, как перейдете по ссылке. Ничего сложного. Вам не нужно разбираться в разных системах и криптовалютах, чтобы оформить карту и ею пользоваться. Интерфейс сайта интуитивно понятен. Кстати, помимо сайта, оформить карту можно и через приложение в Telegram. Даже если у вас уже есть зарубежная карта, будет не лишним оформить еще одну для подстраховки. Ситуации бывают разные, поэтому лучше иметь несколько счетов, а с карты Card Club вы легко сможете расплачиваться криптовалютой, как обычными деньгами. Ну или выводить деньги с российских счетов на международную карту и тратить их за границей. Комиссии прозрачные, вы можете посмотреть их на сайте. Открытие карты сейчас совершенно бесплатно, но это временно. Так что оформите себе карту прямо сейчас, это быстро и ничего не стоит, а потом может пригодиться. Ссылка в описании. Теперь про старый новый интерес Трампа – Гренландию. Дискуссии о присоединении ее к США заново запустились после успешной операции в Венесуэле. Сначала об острове вспомнили советники Трампа в соцсетях, а потом уже и президент поддержал свою же идею годовой давности. Гренландия, говорит, должна быть американской. Сейчас Гренландия – автономная территория в составе Дании. Живет там 50 тысяч человек, а находится остров на стратегически важной позиции – на севере Атлантики, где проходят морские пути к России и Арктической Канаде. У самих гренландцев есть движение за независимость, но вот движение за присоединение к Америке не было и нет. Впрочем, Трамп это волнует в первую с конца очередь. В вопросе Гренландии Трамп с товарищами вспомнили о второй части концепции кнута и пряника. Телеканал NBC сообщает, что в Белом доме планируют предложить Дании взять Гренландию и просто продать. Разработкой плана займется госсекретарь Марко Рубио. По источникам канала за Гренландию собираются предложить $700 миллиардов. Это больше половины годового бюджета Пентагона, который, по идее, будет отвечать за Гренландию. Ведь вся причина интереса к ней именно военная. Трамп утверждает, что Гренландию надо присоединить, потому что если этого не сделает Америка, то сделает Россия или Китай. Поэтому обязательно надо поставить в Гренландии американский флаг и разместить солдат. Разбираться с вопросом Гренландии Трамп отправил своего вице-президента Джей Ди Венса. Тот и так уже ездил в Гренландию несколько месяцев назад с явной целью сагитировать местных за аннексию. Вышло не очень. Вчера же Венс заодно с Рубио встретились с министрами иностранных дел Дании и Гренландии и обсудили, как Америке приобрести Гренландию. Выйдя с переговоров, министры деталей не раскрыли, только нервно закурили и заявили, что разговор был честным, но конструктивным.
На языке дипломатов это означает, что все переругались. Позиция Дании и Гренландии не поменялась. Никакой продажи острова не хотят ни там, ни там. Гренландский премьер пару дней назад прямым текстом сказал: если уж выбирать между Данией и США, то мы выбираем Данию. Спасибо и отстаньте. Вообще, кстати, прецедент продажи датской территории Америки уже есть, просто очень давний. В 1916-м американцы купили у Дании ее карибские владения, острова, которые теперь называются американскими Виргинскими. Но был-то это 100 лет назад. Тогда и границы стран были более подвижными, и продавать территории, не спрашивая местных жителей, было нормой. А самое главное, в том договоре о продаже американцы черным по белому расписались в том, что не имеют никаких претензий как раз на Гренландию. Признали ее датской территорией. Впрочем, вряд ли Трампа волнуют какие-то там документы, которые США когда-то там подписывали. Это все вторично. Звучит жутко, конечно, но если остров так и не решатся продать, Трамп может попробовать забрать его силой. В его администрации перечить ему никто не станет. Такой крамолы за подчиненными Трампа больше не наблюдается. Но вот за пределами круга, в том числе среди других американских политиков, этот вариант вызывает ужас. Дания, включая Гренландию, член НАТО. Датчане отправляли войска на американские войны в Афганистане и в Ираке. В этих войнах погибли 52 датских солдата. В самой Гренландии и так уже стоит американская военная база, и у Америки есть право построить еще, как раньше, во времена Холодной войны. Никаких сомнений в союзничестве Дании и США никогда не возникало, поэтому любые мысли о военном захвате Гренландии звучат пугающе. В связи с этим в Конгресс внесли закон, прямо запрещающий любые военные действия против союзников по НАТО, то есть Дании и Гренландии. Спонсируют этот закон как демократы, так и республиканцы, но шансы, что его в итоге примут, близки к нулю. Администрация Трампа тем временем продолжает обработку населения. Официальный аккаунт Белого дома запостил в Твиттер мем с Гренландии на перепутье. Слева Америка, справа Россия и Китай. И подписью «Куда пойдешь, гренландец?». Сама Гренландия там в виде 2 собачьих упряжек. Это стёб, который начал лично Трамп. Ему кто-то сказал, что в Гренландии военные ездят на упряжках. Тот решил, что это супер смешно, и теперь повторяет этот факт в каждом интервью про Гренландию. Подтягиваются и другие члены администрации. Министр внутренних дел Дуг Бёргам запостил карту США с Гренландией и подписью «Наши новые просторы». Такое поведение вызывает возмущение не только у датчан, а у всех европейцев. Франция, Германия, Швеция и Британия уже выразили поддержку делом. В Гренландии приземлились самолеты с солдатами этих стран, прилетевшими на срочное учение. Однако шаг этот все равно символический. Солдат отправили пару десятков из каждой страны. Что будет дальше, зависит только от пожеланий самого Трампа. Но в Европе угрозу воспринимают всерьез. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на встрече с европейскими депутатами уже пошутила, что если кто не пьет, то самое время начинать. Хотя все внимание Трампа и его администрации обращено на Иран и Гренландию, вряд ли они забыли о своих ближайших соседях в Латинской Америке. Про старого врага Кубу и то ли друга, то ли врага Мексику. Все это повторение существовавшей в 19 и 20 веках доктрины Монро, которой руководствовались США в своей внешней политике. Доктрина заключалась в том, что западное полушарие – это американская зона влияния. США будут там делать, что захотят, а всем остальным надо свалить. Сам Трамп про доктрину в курсе и уже придумал назвать ее доктриной Данро. В честь себя, конечно же. Начать действовать по доктрине Данро решили, очевидно, с Венесуэлы, где после захвата Мадуро не происходит особенно ничего. Никаких ударов американцы не наносили, солдат их там нет, режим стоит на месте. Вчера Трамп вообще созвонился с новым лидером Венесуэлы, в Рио президента Делси Родригес, заместительницей арестованного Мадуро, и разговор Трампу понравился. В соцсетях он написал, что Родригес прекрасный человек, и что теперь у США с Венесуэлой будет великолепное партнерство. Это чуть-чуть отличается от предыдущих заявлений Трампа, про то, что руководить Венесуэлой теперь будет он сам. Похоже, Трамп имел в виду, что просто будет сотрудничать с венесуэльскими властями. На его условиях. По одному из них Америка получит венесуэльскую нефть, на которой держится экономика страны. Представитель Белого дома сообщил, что США уже запустили продажи венесуэльской нефти, и первая сделка составила $500 миллионов. При этом нет никаких деталей о том, кому вообще пойдут эти деньги – Америке, Венесуэле, нефтяным компаниям, лично Трампу или кому-то еще. Тем временем попытки Конгресса хоть как-то контролировать Трампа предсказуемо завершились ничем. Именно этот орган в Америке, по идее, занимается вопросами войны и мира. Президент – верховный главнокомандующий и руководит войсками,
Но Конгресс, если захочет, может сказать ему: все, давай сворачивайся. Правда, для этого надо провести через обе палаты резолюцию, что в очередной раз не вышло. Демократы внесли такую ограничивающую резолюцию по Венесуэле, и некоторые республиканцы изначально даже ее поддержали. Но потом с ними пообщались из Белого дома, и резолюция в итоге не прошла. Проголосовали 50-50, а в таких случаях вице-президент вносит решающий голос. Обоснование следующее: почему не поддержали. А мы уже все сделали в Венесуэле, солдат наших там нет, так что и голосовать не о чем. Правда, проваленная резолюция означает, что Трамп может и дальше делать, что захочет. Например, выкрасть и новую президентку, если следующий разговор с ней ему уже не так понравится. Госсекретарь Марко Рубио тем временем заявил, что США отправляют гуманитарную помощь Кубе, где прошел сильный ураган. И не забыл отметить, что помощь идет народу, а не нелегитимному режиму. Рубио известный ястреб в вопросах отношений с Кубой. И именно он главная сила, подталкивающая Трампа к столкновению с островом. Трамп, похоже, поддается. В субботу он пригрозил Кубе, что если та не заключит с Америкой некую сделку, то на остров больше не пойдут ни нефть, ни деньги. В чем заключается угроза, сразу не ясно, ведь Соединенные Штаты и так много десятилетий держат против Кубы торговое эмбарго. Возможно, речь идет о венесуэльской нефти. Дело в том, что у Кубы и у Венесуэлы, двух левых диктатур, давно сложились хорошие отношения, и Куба во многом полагалась на венесуэльскую нефть. Теперь, когда Трамп давит на новую венесуэльскую президентку, поток нефти может остановиться. Ну и, наконец, остается Мексика, давний козел отпущения для Трампа, который сваливает на нее примерно все проблемы Америки. После ударов по Венесуэле Трамп говорил, что может ударить и по Мексике, не по правительству, а по наркокартелям, которые там оперируют. Такие идеи, естественно, мексиканскому правительству не нравятся, и 3 дня назад президентка Мексики Клаудия Шайнбаум позвонила Трампу с просьбой пояснить за базар. Здесь Мексику, возможно, спасает то, что Трампу, похоже, лично Шайнбаум нравится, поэтому риторика у него менее воинственная. Трамп в разговоре предложил ей помощь с картелями, но та отказалась, сказав, что разберутся сами. Мексика, в отличие от Венесуэлы, сама с США враждовать не пытается, проблемы с наркотиками старается решать, и американские просьбы в этом вопросе в основном выполняет. Помимо этого, Мексика важнейший торговый партнер США. На троих с Канадой у них соглашение о свободной торговле. Куча людей вдоль границы работают в соседней стране. Ну и культурные связи прочнейшие. Поэтому как раз вот здесь разговоры Трампа о том, как они разбомбят картели, скорее всего, до дела не дойдут. Примерно так выглядит список вещей, которые с Нового года интересуют Дональда Трампа. Есть ощущение, что внутреннюю политику он пока что оставил своим министрам и другим назначенцам. Трамп увидел, что в вопросах войны и внешней политики ему особо никто не противостоит, а значит, поэтому сбавлять обороты он и не собирается. Интересно, видимо, ему все это. При этом, куда его внимание обратиться дальше, предсказать практически невозможно. Сегодня вот, например, Трамп снова напал на Зеленского и сказал, что тот мешает заключить сделку и остановить российско-украинскую войну. Фокус внимания скачет без остановки от Венесуэлы до Ирана, до Украины и через НАТО с Гренландии до Кубы. Про Канаду только пока забыл. Нам с вами остается только наблюдать и читать сообщения новостных агентств в 3 часа ночи, когда в Вашингтоне просыпается президент. До завтра.